Добрый день, меня зовут Ильдар Такиулин, я являюсь исполнительным директором гильдии поваров Татарстана, а также основатель кулинарного проекта «Еда как шоу». Сегодня хотел с вами поговорить о том, как выбрать сковороду для индукционной плиты. Кстати, это не значит, что эту посуду можно использовать только для индукционной плиты. Ее можно готовить и на газовых конфорках, и на электрической, и даже поместить в духовку. На самом деле такая посуда для индукционной плиты отличается тем, что в дно ее впаян ферромагнитный диск, который взаимодействует с индукционной плитой. Чаще всего для такого диска используется сталь, так как она обладает наиболее сильным магнитным свойством. Что это дает на практике? При контакте с индукционной плитой нагрев происходит не самой плиты, тут вы точно уже не обожжетесь. Процесс нагрева происходит именно на дне посуды. Никакого лишнего жара на кухне, никаких раскаленных конфорок. Индукционная плита работает именно с дном посуды, помогая готовить быстрее и безопаснее. Для сегодняшнего обзора я выбрал индукционную сковороду торговой марки «Мечта». Это литая алюминиевая сковорода со съемной ручкой. Это наш российский производитель, не какая-нибудь дешевая поделка, которая продается под разными модными брендами. Она очень качественная, у нее толстое дно, и я ее использую дома. Так вот, при выборе сковороды обязательно обращайте внимание на дно. В данной модели у нас сплошной диск, в отличие от других, где используется перфорированный. Вот так выглядит перфорированный диск. И в чем преимущество сплошного диска? То, что нагрев происходит намного быстрее, и вы сэкономите электричество. Качественную посуду отличает толщина дна. Оно должно быть толстым, как минимум 6 мм, за счет чего процесс нагрева происходит равномерно, и она очень долго держит тепло. И, кстати, один очень важный момент. Если вы используете сковороды с тонким дном, что вам крайне не рекомендую, буквально через некоторое время вы разочаруетесь, потому что через некоторое время у вас произойдет деформация дна. Оно у вас будет выпуклое, за счет чего потом у вас не будет равномерного прогрева и распределения продуктов. Вы ее выкинете через буквально 2-3 месяца. Я вам рекомендую использовать сковороды с толстым дном. Еще один из немаловажных факторов – это покрытие. В данной модели тут у нас крашеное дно, за счет чего плита у нас не будет царапаться. Современные производители делают прекрасное антипригарное покрытие, которое стойко к стиранию. Давайте проверим, как оно перенесет неострый железный предмет. Давайте посмотрим. Никаких следов у нас от лопатки не осталось. Наше антипригарное покрытие прекрасно с этим справилось. Я решил приготовить сегодня прекрасные говяжьи медальоны. Включаем плиту. В чем особенность индукционной плиты? То, что нагрев происходит очень быстро. Наливаем немного масла. Кстати, видите, распределение масла идет равномерно за счет того, что у нас плоское дно непосредственно. Разогреется очень быстро. Я, наверное, даже не успею подсолить и подперчить наш стейк. Немного перчика, немного соли. Все разогрелось, я начинаю жарить. На что еще хотел обратить ваше внимание, а именно, когда при съеме ручки, обратите внимание вот на эту черную часть. Это не пластиковая составляющая, это покрашенный алюминий. Его можно спокойно использовать в духовке, с ней ничего не произойдет. Чтобы придать стейку небольшую пикантность, я немного добавлю туда чили. Для аромата я добавлю туда немного розмаринчика и мой секрет – сливочное масло. Обратите внимание, что я использую железную ложку, абсолютно не боясь испортить антипригарное покрытие. А теперь отправим стейк в духовку на 220 градусов, буквально на 2-3 минуты. Самое главное, не забудьте снять ручку. Для гарнира я сегодня буду использовать овощи-гриль, который также приготовим на сковородке. Мне потребуется болгарский перец. Также сегодня буду использовать замечательный салат пак чой. Очень нежная текстура и свежесть тут абсолютно будет очень кстати к нашему блюду. Готовить сегодня будем в формате стир-фрай. Это быстрая обжарка на большой температуре, за счет чего овощи у нас не потеряют в текстуре и будут такими же хрустящими и вкусными. Итак, давайте посмотрим, что будет у нас сегодня для гарнира. Это у нас мини-морковь. Кстати, я не убираю эти плодоножки, они у нас очень сочетаться будут для подачи, будет очень красиво. Причем, кстати, уже сковорода
разогрелась. Если посмотрите, масло у нас не растекается по краям, а равномерно распределилось по дну. Итак, мы начинаем с мини-кукурузы. Как и говорил, процесс будет очень быстрый. После кукурузы я добавлю морковь. Кстати, как добавляется гарнир? Добавляется по жесткости. Соответственно, самым первым идет самый жесткий продукт, и дальше все по консистенции. В самом последний я отправлю непосредственно пак чой. Добавим немного пикантности. Она у нас присутствует в стейке и будет абсолютно не лишним в гарнире. Болгарский перчик. Салат пак чой. Немного добавим сливочного масла. Наш гарнир готов. Осталось добавить немного специй. Классический перец. Немного соли. Я сегодня использую черную соль. Немного паприки. Если получится, лучше найдите копченую. Вкус будет намного ярче. Наше блюдо готово. Стейк после духовки буквально отдохнул 2-3 минуты. Это очень важно, чтобы он у нас был сочный. Ну а я начинаю все это сервировать. А сейчас немного шоу. Наше блюдо готово. Приятного аппетита. Еще один очень важный момент. Если вы привыкли мыть все в посудомоечной машине, то обязательно посмотрите этикетку. Тут должно быть указано. В данном случае производитель разрешает мыть ее непосредственно в посудомоечной машине, не боясь за покрытие. А еще вспоминаем, что у нас есть съемная ручка. Это очень удобно для хранения. Ее очень легко поместить в посудомоечную машину. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, мой обзор был для вас полезен, и он поможет вам сделать правильный выбор. С вами был Такиуллин Ильдар. Пока.